Привет, Арми. Прежде чем мы начнем, сделайте глубокий вдох. Потому что то, что вы сейчас увидите, это не просто очередной ролик из аэропорта. Это не просто очередной хаотичный момент в толпе. Это не очередной слух, не очередная теория, не очередной заголовок. Это ощущалось по-другому. Что же на самом деле произошло в аэропорту в тот день, что заставило Чингука плакать на публике и оставило Пак Саджуна стоять, застыв в шоке? Почему Тэхён прошел сквозь толпу, словно человек, несущий горе, которое мир никогда не должен был видеть? И почему тишина казалась громче криков? Музыка медленно затихает. Аэропорты всегда были шумными для BTS. Камеры. Фанаты выкрикивают их имена. Охрана кричит указания. Вспышки вспыхивают, как молнии. Но иногда, даже среди тысяч голосов, бывают моменты, когда все кажется невыносимо тихим. И в тот день эта тишина была ужасающей. Потому что она не казалась пустой. Она казалась тяжелой. Тяжелой от чего-то невысказанного. Тяжелой от чего-то разбивающегося. Это был не просто хаос. Это были не просто крики фанатов. Это была тишина, крик громче слов. Тэхён Ви из BTS только что был удостоен похвалы всего мира. Награды. Признание. Глобальное влияние. Люксовые бренды. Признание критиков. По всем измеримым стандартам он выиграл все. Так скажите нам, почему его глаза выглядели так, будто он потерял что-то бесценное? Почему его плечи казались тяжелее, чем когда-либо? И почему Чингук смотрел на него так, словно он знал что-то, чего не видели камеры? Словно он понимал что-то, чего никто другой не мог увидеть? А потом появился Пак Саджун. Человек, который годами был рядом с Тэхёном, даря смех, дружбу и тихую поддержку. Почему он выглядел сокрушенным? Не удивленным, не растерянным, а скорбящим. Как будто он только что стал свидетелем чего-то необратимого. Арми, это не слух. Это не совпадение. Это не фантазия фанатов. Это реконструкция момента, который тихо изменил все. И однажды увидев это, вы уже не сможете этого развидеть. Давайте замедлимся. Потому что, чтобы понять, что произошло, нам нужно вернуться к началу того дня. Аэропорт. Место, через которое BTS проходили сотни раз. Место, которое всегда было полем битвы. Где любовь встречается с вторжением. Где аплодисменты встречаются с усталостью. Где айдолы должны улыбаться, даже когда их тело молят об отдыхе. Но фанаты, присутствовавшие в тот день, сказали нечто странное. Еще до того, как что-либо произошло, воздух уже казался другим. Не громче. Не более диким. Просто тревожным. Как затишье перед бурей. Как будто все чувствовали приближение чего-то, но не знали чего. Затем появился Тэхён. Одетый просто. Без драматичного стиля. Без яркого выражения лица. Без игривых жестов. Просто тихий. Его лицо выглядело бледным. Его взгляд был отстраненным. Не недружелюбным. Не холодным. Просто где-то в другом месте. Как будто его мысли были не совсем в себе. Как будто он нес что-то невидимое, что-то слишком тяжелое, чтобы объяснить. Камеры тут же приблизились. Потому что фанаты знают его. Они знают его энергию. Они чувствовали его присутствие. И это был не тот Тэхён, которого они узнали. Его шаги стали медленнее. Осторожнее. Его взгляд избегал толпы. Его губы сжались, словно он сдерживал слова, которые не мог произнести. Не показная грусть. Не игра. Просто
грубая сдержанность. И чем больше смотришь видео, тем сильнее чувствуешь это. Что-то было не так. Затем появился Чингук. И все изменилось. Потому что в тот момент, когда его лицо появилось в поле зрения, иллюзия рухнула. Его глаза были красными. Не слегка влажными. Не усталыми. Красными. Как у человека, который уже слишком долго сдерживал слезы. Его челюсть дрожала. Дыхание казалось неровным. Это не было предположением. Это не был монтаж. Это не была интерпретация фанатов. Это было видно. Неоспоримо. Эмоция. И внезапно один вопрос распространился как лесной пожар. Почему Чингук плачет в аэропорту? Чингук. Золотой Макне. Сильный. Улыбающийся. Тот, кто всегда успокаивает других. Разрыдавшись перед камерами, которые не моргают. Что-то случилось. Что-то настоящее. А потом Пак Саджун стоял рядом. Неподвижный. Слишком неподвижный. Свидетели говорили, что он прикрыл рот рукой. Другие говорили, что он отвернулся. Некоторые даже говорили, что у него были влажные глаза. Но все сходились в одном. Он не выглядел как знаменитость, реагирующая на хаос. Он выглядел как друг, наблюдающий за страданиями любимого человека. Такая реакция не может быть инсценированной. Это инстинкт. Это человеческое. Это горе. Через несколько минут интернет взорвался. Видеоролики бесконечно пересматривались. Замедленная съемка. Кадры крупным планом. Застывшие скриншоты. Поисковые запросы по всему миру. Чингук плачет в аэропорту. Тэхён эмоционален. Шок Пак Саджуна. Что случилось с BTS? Весь мир наблюдал. Но ни у кого не было ответов. И, возможно, именно это и делало все хуже. Потому что иногда незнание ранит сильнее, чем правда. Чтобы понять этот момент, мы должны понять Тэхёна. Не просто айдола. Не просто исполнителя. А человека. Тэхён всегда был другим. Более чувствительным. Более наблюдательным. Тем, кто чувствует глубоко. Тем, кто впитывает эмоции как губка. Таким человеком. Человек, который улыбается другим, даже когда внутри него все рушится. И в последнее время мир дает ему все. Похвала. Давление. Ожидание. Бесконечные ожидания. Каждое движение анализируется. Каждое выражение лица разбирается по частям. Каждое молчание превращается в заголовки. Представьте, что вы несете не только свои мечты, но и мечты миллионов других людей. Каждый божий день. В какой-то момент даже самые сильные сердца устают. И, возможно, тот аэропорт стал моментом, когда все переполнилось. Потому что реакция Чингука не была случайной. Фанаты заметили это сразу. Он ни на секунду не переставал смотреть на Тэхёна. Ни разу. Как будто он следил за ним. Защищал его. Оставался рядом. Когда Тэхён замедлялся, Чингук замедлялся. Когда Тэхён опускал взгляд, лицо Чингука напрягалось. Это не было совпадением. Это была связь. Это был кто-то, кто молча говорил: «Я здесь. Не падай. Я с тобой». И иногда любовь выглядит именно так. Не драматично. Не громко. Просто присутствует. Затем наступил самый незначительный момент. Но, возможно, самый болезненный. Перед тем, как исчезнуть в терминале. Тэхён слегка повернулся к фанатам.
Всего лишь взгляд. Едва ли секунду. Но это не выглядело небрежно. Это выглядело намеренно. Как послание. Некоторые назвали это благодарностью. Некоторые – заверением. Другие прошептали что-то, чего боялись сказать вслух. «Прощай». И эта единственная секунда разбила миллионы сердец. Эта история не о скандале. Она не о заговоре. Она не о скрытой драме. Это нечто гораздо проще. И гораздо тяжелее. Это о человечности. Потому что за наградами, за турами, за славой все еще стоят люди. Люди, которые устают. Которые страдают. Которые несут на себе слишком много. Победа во всем не означает, что ты не чувствуешь боли. Иногда это только усугубляет ситуацию. Потому что чем выше ты стоишь, тем одиночнее становится. Слезы Чингука были не слабостью. Они были преданностью. Они были любовью. Это были такие эмоции, которые невозможно подделать. И шок Пак Саджуна не был игрой. Это было то, что происходит, когда ты слишком хорошо знаешь человека и понимаешь, что он на грани срыва. Еще до того, как он произнесет хоть слово. После аэропорта произошло нечто другое. Тишина. Никаких объяснений. Никаких заявлений. Никаких драматических уточнений. А во вселенной BTS тишина никогда не бывает пустой. Тишина означает, что происходит что-то важное. Посты Тэхёна стали появляться реже. Когда что-то появлялось, это казалось намеренным. Фотография в тени. Текст песни. Подпись, которая звучала скорее как шепот, чем как предложение. Не грусть. Не счастье. Просто размышление. Как будто кто-то стоит на перекрестке. И фанаты сразу поняли. Потому что иногда, чтобы почувствовать правду, слова не нужны. Так что, возможно, вопрос никогда не звучал так, какой скандал произошел. Возможно, настоящий вопрос был, сколько один человек может вынести, прежде чем это станет невыносимо. Потому что в тот день, в том аэропорту, Тэхён не просто прошел сквозь толпу. Он прошел сквозь историю. Неся в себе любовь, давление, боль и надежду. Все сразу. И Чингук смотрел, как он уходит, со слезами, которые он не мог сдержать. А Пак Саджун стоял рядом, с таким видом, будто хотел защитить его от всего мира. И Эйар смотрели, их сердца разбивались, не от страха, а от сочувствия. Потому что впервые маска спала. И то, что мы увидели, было не айдолом. Не суперзвездой. Не мировой иконой. Это был просто человек, пытающийся оставаться сильным. И когда Тэхён выбрал молчание, Эйар и Муай не услышали отсутствие. Они услышали направление. Они услышали доверие. Они услышали «остаться со мной». И, возможно, это все, чем был этот момент. Не предупреждение. Не прощание. Не конец. Просто напоминание, что даже легенды плачут. Даже герои устают. И даже BTS все еще люди.